Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Сегодня мы будем погружаться не в мою игру, а будем погружаться в чужую игру, потому что подписчик под псевдонимом Топ-Не-1 прислал мне катку для комментирования. Сказал, что это годный контент, поэтому я уверен, что тебе 100% зайдет. Поэтому, ребят, давайте попробуем, посмотрим, покомментируем, что куда к чему, посмотрим его действия. И я смогу насладиться чужой игрой. Если что, я несколько месяцев назад писал о том, что, типа, ребят, кто хочет, чтобы я прокомментировал его каточку, присылайте мне каточки на Google Диск, кидайте ссылку, я ее буду качать, соответственно, в свободное время буду комментировать. То есть не гарантирую, что будет быстро, но вот в свободное время. Поэтому, ребят, кому это интересно, давайте пишите в телеграм-канал и закидывайте ваши каточки на Google Диск. Единственное некоторые условия, это то, что, во-первых, никакого чата, то есть не надо там, знаете, чат открывать по 50 раз на день, чтобы, ну, мне было комфортнее, скажем так, вести запись, а то я не хочу читать, как бы, ваши переписки, что вы там будете переписываться и тому подобное. Это первый момент. Второй момент, это без музыки и все такое, то есть просто, чтобы был звук игры и никаких авторских прав. Ну, думаю, как-то понятно. И самое главное, без микрофона, чтобы я не слышал чавканье и тому подобное. Мало ли кто как играет. Вот. Поэтому давайте, присылаем каточки, не стесняемся. И самое главное, ребят, я хочу, чтобы вы в конце этого ролика написали свое мнение, что вы думаете по поводу таких вот комментирований. На самом деле, мне его внешне нравится, фигура. И качество у него, кстати, записи хорошее. Как вы могли заметить, разрешение его монитора отличается от моего. У него 21:9, у меня 16:9. Ну, как бы, думаю, это будет не особой проблемой, потому что я использую магию монтажа, и это будет еле заметно. Ну ладно, тот, кто глазастый, тот по-любому заметит, что что-то тут как-то не так. Со старта мы видим, он поставил себе троллей, поставил вайпера, гримтач пришел. Вот этот новый магический плащ, который дает сопру на 50%, ну, как бы прикольно, но такое что-то. Ну, кстати, прикольный артефакт ему упал. Не скажу, что он бесполезный. Он, в принципе, может через волшебников закинуть себе тех же самых воинов, либо тех же самых магов, и у него вайпер будет довольно-таки много жить, переживать. Короче, для старта этот щит неплохой. Неплохой, если вам нужно, соответственно, выживать. Там уже Мирана в 2 звезды, но сразу видно скилловичка заранее. Он сразу, я думаю, уже прочекал этот момент. Думаю, у него уже в голове крутится. А, ну понятненько. Скилловичок. Скилловичок detected. Интересно, в его катке будет звери через суммона? Мне очень хочется посмотреть на зверей через суммона, через новые некра. И, в принципе, ощутить разницу. Кстати, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу новых некромиконов. Как их поднерфили и сильно ли их поднерфили. Кстати, ему волшебники почти все пришли. Обалдеть. А демон-то работает, да. Блин, надо тебе один демон. Ты поставишь одного демона, и все, у тебя будет то, как надо. Все как надо. Тебе нужен один демон, чтобы сломать просто Гримтача, либо же тебе нужен Гранд-Геральт. Но так как у него сейчас уже 5-й уровень, я думаю, в скором времени он находит Гранд-Геральда, он поставит себе полных троллей и под какого-то керри. Ему бы Хускара на самом деле как керри, потому что Хускар в данном случае просто бы разрывал ничего делать. Да, ему вот действительности сейчас не хватает только Гранд-Геральда, и у него уже будет винстрик. Что-то кажется, это будет годный винстрик. Что-то мне так подсказывает. Сразу говорю, ребят, я не смотрел игру. Вообще ни грамма. Нет, ладно, вру, посмотрел. Первые несколько раундов, потому что мне надо было оценить качество записи и с чем я буду работать. То есть качество звука, как подкручивать, откручивать. Ну, в принципе, я и так в Adobe Premiere Pro буду это делать. Ну ладно, кстати. Ролик выйдет сегодня с задержкой, потому что я вчера отдыхал, потому что вчера был День Святого Валентина, это первое. Всех Валентинов с праздником, это первое. У кого есть пара, всех тоже с праздником. У кого нет пары, желаю найти эту пару. Вот. И сейчас, наверное, звучало обидно. Но без обид, ребят, без обид. Я, наоборот, за то, чтобы вы нашли себе пару. Так. Я так понимаю, он хочет поиграть через волшебников. А, еще забыл самое главное, ребят. У меня на ютубе идет розыгрыш. Идет розыгрыш, поэтому, блин, я так смотрю, у него там нормально скиллочков. Поэтому, смотрите, заходим в телеграм-канал, там все подробности розыгрыша как есть. Читаем, вникаем, делаем. Разыгрываются, если что, наушники Fofine Ampligame H6. Если есть какие-то вопросы, то можете, соответственно, писать в телеграм. Так, тут я вижу уже богов.
богов, друидов каких-то. Ну, пока что что-то непонятное, но, в принципе, плевать. Кстати, Легионочка неплохой керри, но керри откис. Хороший керри, ребят, хороший керри. Очень вовремя я сказал об этом. На самом деле он хороший керри. Можно было бы рыцарей поставить немножко. Кстати, можно было бы змейку взять, поставить змейку, она хорошо спамит. Но... Не, но это скилл. Вот это 100% скилл. Это такой скилл, что всем скиллуха. Охренеть. Да, это жестко. Он сейчас может найти, в принципе, себе палку, и под палкой будет неплохо накидывать. Ну, либо же хпшку, кстати, хпшка тоже неплохо заходит. Ему реально сейчас не хватает только Гранд-Геральда. Ему бы из расширенного пула взять сейчас Chaos Knight и либо же Shadowfiend, это SF-чика вот этого вот, демона-чернокнижника. Не, ну, в принципе, вообще плевать. Там двузвездочная Мирана, но он вообще ее не ощущает на своем антимаге. Жестко. Не, ну найти такого раннего антимага, это имбово. На самом деле, не знаю, чем разработчики думают, они бы уже его, ну, подбафнули как-нибудь, потому что персонаж на самом деле... Слышишь? Ну, ты кому душу продал за такое? Если ты сейчас еще антимага найдешь сверху... А, понял. Ты решил паролиться, чтобы найти себе Гранд-Геральда? Но я бы на твоем месте все-таки попробовал бы найти какого-либо демона. Я бы из расширенного пула бы взял Chaos Knight и Shadowfiend. Как по мне, это было бы намного лучше. Так, 3 эльфов поставил. Тоже хорошее решение. У него 2 тролля, 3 эльфа. Отличное, я бы даже сказал, решение. На самом деле, если ему сейчас падает еще один антимаг, это 100% огромнейший винстрик. Если он еще поставит волшебником для того, чтобы полностью активировать синергию троллей, то все, это будет разрыв. Это будет разрыв. Это просто нереально будет. Это на самом деле один из самых сильнейших героев. Но я бы даже сказал, что на такой стадии это самый сильный герой. Тот же самый Monkey King ничего бы не сделал. А вот антимаг сделает еще и как. Он такую жопоболь устроит, что ну его в баню. Ему пока что не везет. Но хоть в чем-то ему не везет. Хоть в чем-то. Так, Хускарика ты купил, это хорошо. Бэтрайдера ты не будешь покупать, я смотрю. Блин. О, все. 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 Надо было... Ну, Мартретку можно было бы, в принципе, продать. Все. Ну вот все. Все. Но теперь это конечное, скорее всего. Не дай бог, сейчас приходит ему еще один антимаг, и я уверен, что в скором времени он ему придет, потому что раз ему со старта так пришел антимаг, то значит он придет и чуть позже. Ну, смотрим, смотрим. ХПшки у него много, щиток у него есть, то есть он переживать будет сейчас всех почти. Потому что, видите, там, в принципе, у каждого юнита вражеского где-то примерно 60-70 урона, и вот этот щит блокирует 30 урона. Поэтому сейчас у него антимаг с КПшкой, все как надо, он еще и чулу винстрик сбил, ну. Чего, мне кажется, пока что какая-то супер изичная катка с хорошими винстриками, и надеюсь, тебе не придется все-таки антимаг еще один. По крайней мере, я хочу в это верить, чтобы это было не настолько изи. Ну, посмотрим, посмотрим. В принципе, раз написал годный контент, то я думаю, тут не будет игра в одни ворота. Хотя старт у него шикарный. Очень шикарный старт. Ну, по предметам, на самом деле, ему не супер повезло, но тот же самый реально щит и хпшка хорошо ему заходят. Они ему дают плотность, а раз у него есть плотность, у него есть скорость атаки из-за того, что тролли, то, в принципе, это все, что доктор прописал. Он сейчас любого керри будет рвать. Даже керри без маны. Керри с маной вообще без шансов, а вот керри с маной без маны, это наоборот. Керри с маной без шансов, а керри с маной, ну... Я что, дурак? И что ж ты выберешь? Там есть гнездо Маморы? О, не-не-не, только не гиперстон или посох. Рок. Ну это хрень все. Не, ну, дезолятор хороший предмет. У него сейчас будет рисковать. Рискнул? Шар бездны. Но там есть один маг, но я не думаю, что ему прям так категорически надо против этого мага играть сейчас. Я бы на самом деле на его месте так бы не рисковал с дезолятором. То есть смотрите, в чем прикол?
У него был дезолятор, который дает минус 12 армора. У него был предмет первого тира, который дает минус 6 армора. И в сумме это минус 18 армора. И у всех юнитов, кто не играет через воинов, там было бы минус 100% физического восприятия, или как там, короче, у него было бы там, ну, он, короче, бы не 90 урона наносил стычки, а он бы наносил где-то около 300. Ну, примерно как. Я бы не рисковал так, но он рискнул, давайте посмотрим, что там будет дальше. И, кстати, в дальнейшем я бы в действительности заменил какого-то волшебника на Гримтача, потому что хочется в такой билд подкинуть Дума. Дум, он все-таки, ну, неплохо заткнет лицо. Ну и будем объективно честными, Шарбезны тоже не хотелось скипнуть, потому что, не дай бог, какой-то маг вылезет. Хотя он играет через волшебников, он бы мог... Хотя не. Хотя тут и морские. Блин, ну вот... Есть тролль еще, кстати, 5. Ну, в общем, я бы Шарбезны не особо бы скипал. То есть я бы тоже, как он поступил бы, я бы Шарбезны лучше бы взял. Обосновываю это тем, что если против меня собрался бы сильный маг с посохом 3-го тира, и не дай бог, там он там еще дракон... Короче, я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. И я бы на его месте тоже бы взял Шарбезны, но... Он рискнул. Он хотел найти посох 3-го тира, либо же гиперстон. Гиперстон, который дает скорость атаки. Ему, в принципе, два этих предмета замечательно заходят. Вот. Но, до этого у него был дезолятор, и у него есть как бы палка, точнее не палка, а меч 1-го тира, который дает минус 6 брони. В целом это минус 18 брони. Я бы, наверное, не рискнул бы скипнуть этот предмет. Но он рискнул, ему, к сожалению, не очень фартануло, потому что упал бы ему гиперстон, либо же упал бы ему, не дай бог, посох 3-го тира, все, он бы взрывал здесь все и вся. Он и так взрывает все и все. Все и вся. Все и все. Блин. Там тоже антимажик уже нарисовался. О, там тоже челик играет через троллей и вот волшебников. Вот в таком случае, смотрите, у него есть шарбезны, да, его тролль не будет сжигать так жестко. Это как бы плюс. И, ну вот видите, там тоже орк-охотник еще жесткий. То есть он сейчас в топе, но он свой винстрик, скорее всего, проиграть может. Причем в легкую. А вот имея дезолятор бы и посох, ну, с этим мечом 1-го тира, то он бы того Хускара в двойку разрывал. Но не факт. Короче, не факт. В общем, он попытался рискнуть. Давайте это обоснуем так, что он попытался рискнуть. На самом деле, сейчас фиолетовая фигура пришла, и я думал такой, неужели это будет второй антимаг? Ему, чтобы сейчас уверенно себя чувствовать, уверенно всех разрывать, не хватает всего лишь антимагов 2 звезды. Как только антимаг 2 звезды появляется, все. Это конечное для его противников. Ему еще такая реликвия упала со старта, он рискнул. Ему, ну, 3 реликвии, которые ему пришли изначально, они так себе. А вот он такой рискнул, бам, ему хорошая реликвия упала. Серьезно, вот эта реликвия, которая дает предмет 3-го тира, это прям то, что доктор прописал. Вот сейчас, короче, у этого типа такая расстановка не очень приятная, но из-за того, что у него антимаг в 1 звезду, он может не вывести этот движ. Может не вывести этот движ. Он алхимика делает, но его антимаг порвет алхимика без шансов. Без единого шанса порвет, я более чем уверен. Так, разгоняемся, пошли. Пинг 250, нормально, все как надо. О, не попадает. А, он антимаг. Прикиньте. Он просто не попадал только что по антимагу, и он его переиграл этим самым. Кстати, все, отлично. Отлично. Я бы на его месте оставил бы у себя Гримтача. Вот именно из-за такого я бы и оставил Гримтача. У него есть Хекс, у него есть Вич-доктор. Я бы брал именно 2 этих персонажей, потому что это контроль. Это контроль, это то, что доктор прописал. А еще, кстати, напишите мне в комментариях, как включить озвучку персонажей. Я вот сейчас замечаю, что у него есть озвучка персонажей, но у меня такой озвучки нет почему-то. То есть у меня все настройки нормально настроены, все дела, но почему-то озвучки все равно нет. Я все кликал, все, что мог. Ну, не знаю, почему-то не заходит. Кстати, я бы на мобах лучше, наверное, Хускара бы того же закирил, потому что Хускар как-то поярче выглядит, у него есть хп реген, он бы дамажил больше, хотя у него там предметы не... Хотя и так антимаг тоже справился. Ну, просто с Хускаром было бы как-то надежнее, как по мне. Ему, наверное, нужно снова рискнуть и попробовать найти посох 3-го тира, либо же гиперстон. Надо. О, и молнии, не, может даже и не надо. Может даже и не надо. А ну-ка напишите в комментариях, как бы вы поступили вот в данный момент. Вот как бы вы поступили в данный момент.
Вы бы рискнули найти посох третьего тира, либо же гиперстона, либо же остались, ну, оставили все как есть. Не, он все-таки оставляет себе эльфа. Но он прям как-то вот... он на риске прям. О, Манки Кинг. Не, ему нужно брать уровень. Он уже проиграл свой винстрик, все. Он уже проиграл свой винстрик, у него есть хп, у него есть все. И я бы на его месте просто брал уровень. Я брал бы уровень, выходил бы в 7-й, 8-й. Лучше, конечно, в 8-й, потому что там еще есть тролль пятерочка, и тролль пятерочка под троллями прям песня. А если он еще и в двойку соберет, и агонимчик ему закинет, то там будет полный разрыв. Но он сейчас 2 имбы взял. Смотрите, у него есть антимаг, который, ну, извините меня, будет взрывать все и вся. У него сейчас хорошие уже предметы есть. У него есть шар бездны против магов. То есть он магов будет не ощущать от слова совсем. Найдет посох третьего тира, либо же гиперстон, то вообще полный разрыв будет. Лучше, конечно, гиперстон, кстати, отлично. Он меняет морского. Все, то есть он уже полностью, я так понимаю, уверен в своем билде. Это хорошо. Но я бы на его месте так же самое. Я бы заменил лучше бы этих волшебников. Поставил более адекватных волшебников, как Гримтача. И под них поставил бы Вич Доктора и Хекс, потому что это был бы АОЕ контроль. Мышкой, кстати, клацает ролл. Ну, это, в принципе, не критично. Хотя, на самом деле, это экономит несколько секунд. То есть он каждый раз, когда куда-нибудь переводит на ролл, он тратит, ну, где-то 0,2-0,3 секунды, но все же. В сумме это выходят огромные цифры. Я бы все-таки буковками бы кликал. Так, вот челик пришел. Ну, его сейчас МК задолбит. Нормас, нормас, все, хорош, хорош. Чел без денег вообще сидит, скорее всего он вылетит. Так, отлично, все, он берет контроль. Надо было изначально ему брать. У него сейчас Вич Доктора 2 звезды, хорош. Но он рискует, ну... Ну да, в принципе, почему бы не рисковать? У него... А что он не купил? А что ты не купил? Или ты купил, просто оно пролагало так? Интересно. Наверное, пролагало. Я бы Хускара тоже бы оставил. Неплохой перс все-таки. Да, он морского, короче, скипает. Но я бы тоже на его месте, наверное, морских бы не собирал. В этом нет никакого смысла. Но если что, потом можно будет пересобрать. У него все хорошо. А чё? Вы видели? У чела есть реликвия Маморы. И он почему-то не обузил эту Мамору от слова совсем. Он либо кого-то особенного ждет, либо же я... Не знаю. О! Башек сработал. Красиво. Красиво. Если бы не этот баш, он бы, скорее всего, вынес его. Ну, не скорее всего, в 90% случаев он бы его вынес. Но этот баш... Во. Хорош. Обожаю этот башер, особенно когда он на героев дальнего боя срабатывает. Это вообще пушка. А, ты такой его в двойку оставишь? Ну, блин. Слишком рискуешь. Ну, уровень бери. Ну, подыми себе шанс. Ну, хотя бы на 8-м, чтобы уже ролиться. Ну, мало ли тебе какая-то легендарка придет. У тебя там легендарки классные. Ну, покажи мне их еще раз. Я просто помню только тролля. Помню, там есть дизраптор. И кто-то там еще сейчас. Сейчас посмотрим в следующем раунде, что там за легендарки. О, чел шаманчика нашел, дизраптора, но это ему вряд ли поможет. Тролль пятерка, дизраптор. Неплохо. Чел, а кому ты душу продал за такой стол? Типа тролль пятерка нереально только шоу испепелил. Думчик, хорошо. Еще один думчик. А можно только не думчик, а как бы хотелось бы что-то типа антимага. Что-то типа антимага хочу. Я бы на его месте сейчас бы шмотки с антимага перекинул бы в тролля. Надеюсь, он так и сделает. Блин, так прикольно, знаете, просто наблюдать за каткой и комментировать ее. Это необычно и прикольно. Мне нравится. Ребят, кидаем свои каточки на Google Диск, кидай мне ссылочку, я ее буду качать и, соответственно, буду комментировать. Мне нравится наблюдать за такими играми. Знаете, у него был такой интересный старт, лайтовый, но по итогу что-то в середине игры что-то как-то не очень все идет. Особенно у его противника вообще все шикарно. Тролль, пятерка, дизраптор. То есть, ну... Шмотки он не перекидывал из антимага, он ну, слишком уверен. Но я бы все-таки рискнул бы перекинуть лучше бы Фускара. Так, что по реликвии? Ну, коса с колы я бы тоже взял. Сейчас объясню почему. А ну-ка, что ты выбери?
Он до сих пор ролит, но он рискует, слишком ты рискуешь. Да возьми ты уровень уже, на 8-м, но на 8-м уровне у тебя хотя бы будет шанс. Так, красава, не юзает реликвию, потому что, если вдруг кто не знает, то если бы он сейчас юзнул реликвию, она была бы уже на 1 единицу меньше. Кстати, там бот, походу, один. Рискуешь все-таки. Блин, плохо, что ты так рискуешь. Ну ладно, не сильно ты и рисканул-то. Все. Все. Пин, конечно, шикарно. У него прям чувствуется, насколько он лагает. Насколько задержка между действиями. Я думаю, вы сами заметили, какая там задержка. Так, талисманчик берег на всякий случай, потому что мало ли кто-то соберет жрецов, и это правильное решение. Плюс это уклонение 25%, ну пойдет. Сейчас вот этого типа он должен просто испепелить. Без шансов, кстати, там предмет 3-го тира он взял. Этот типчик. Но он должен его без единого шанса вынести. Обязательно чекать его расстановку, под него подстраиваться. И смотри, почему он взял косу скола. Во-первых, это опыт. Во-вторых, если он сейчас собьет у чувака винстрик, весь винстрик, который он собьет, умножится на 2 и вернется эквивалентно опыта ему к его уровню. Это четко, это круто. Но это бот, скорее всего, Ланжао. Хотя либо он... Не знаю, как по мне, это бот. Я считаю, что это бот. Если что, в ранговых катках боты это нормально, хотя на самом деле у него король 2 ранов, поэтому не думаю, что... Рискнешь? Ну-ка, рискнешь? Ну-ка, давай посмотрим. Я бы на твоем месте посмотрел бы, если маги, если магов нет, то я бы рискнул. Я бы шарбезный скипнул бы напрочь. Но хпшку все-таки бы лучше, наверное, антимагу отдал. Все-таки пусть живет побольше. Не особо мне твоя расстановка нравится, но это... Ай-яй-яй. Не, да, ну, конечно. Сейчас еще чел находит еще одного тролля, собирает его в 2 звезды, еще агоним сверху ему накидывает, и все. И все. Вот это вот скилл называется, ребят. Скилл в собственном соку. Ну, я, знаете... Вот, все, не красава. Не скипай шарбезный по-любому. Скипнешь шарбезный, тебя вынесут. Там бог маг собирается, если там он посох 3-го тира нашел, то будет очень больно. Этот маг будет его уничтожать. Но расстановка все-таки мне не очень нравится. Ну, как-то она, ну, не знаю. Боже, как это обидно. Он его сейчас выносит, а это тот чел, у которого был винстрик 8 единиц. Если бы он его сейчас вынес, он бы вернул бы себе 20 опыта почти. Боже, это так обидно. Как же я сейчас его понимаю. Как же я его понимаю, боже. Че ты Вич-доктора не покупаешь? Ну это ж контроль. Этого мусорного бэтрайдера в задницу. Раз тролль, 2 тролль, 3 тролля. Интересно. Так, 1 эльф, 3 тролля. Угу. Как только маг вылетает, шарбезно берем вот так вот сразу скипаем с 2 ног. Чел, который там нашел себе нереального тролля на винстрике. Нормас, но скилл в собственном соку, ребят. Сейчас возьмет себе там уровень, найдет этого тролля. Ну, это будет жестко. Так, это маг, это маг. Но тут уже у него антимаг жесткий, у него шарбезный, то есть вообще плевать на этих магов. Абсолютно плевать. Просто, ну смотрите, бим, бим. Урона 0 от магии. Джинкс вынес винстрик? Рискуешь все-таки, то есть ты не будешь шапать 8, да? Но я бы на том месте все-таки 8 бы взял. 8, 9. У тебя стол сильный. Много раундов. Как по мне, ну вот, может я придираюсь слишком, либо что, либо же я бы то же самое делал. Но на самом деле, в тот момент, когда я протерял уже свой винстрик, я бы не рисковал. Кстати, давай. Ты надумал? Не, ну в принципе тоже как вариант надумал оставить этот предмет. А можно попробовать предмет 3-го тира найти. Я бы, наверное, на его месте... Нашел бы предмет 3-го тира. Слишком важный этот предмет. Хотя там есть эльф. Мне бы и МКБ пригодилось. Ну, в принципе. Гиперстон самое важное тут. Ладно, посмотрим. Все, я не буду говорить, как бы я делал. Давайте просто насадимся его каткой, потому что. Но в тот момент, когда бы я потерял свой винстрик, я бы уже 100%... Ну-ка, давай. А у него винстрика нет.
Не, подожди, это ж не тот... Или это тот тип? Все, он все, вылетел этот чел. Скилловичок минус. Пока-пока. Минус скилловик, хорош. Берет 8-й, хорошо. Поставил Манки Кинга. Ну, 2 имбы надо ставить по-любому. Нет, ставит контроль все-таки. Но я бы тоже на его месте поставил бы контроль. То есть, смотрите, я бы на самом деле, если играю через... Что, серьезно? Может, ты еще МК в 2 звезды найдешь? Ну, пока что еще нет, ну ладно. Я бы на его месте так же само поступил, но я бы апал бы себе Вич Доктора, апал бы себе Тролля Хикса, потому что у него есть гримтач. Да, он сейчас в единицу, но как только соберет 2 звезды, то уже будет огромный импакт, если закинется массовый хекс, массовые станчики. На мобов, в принципе, можно уже оставлять такого антимага, это будет не ошибкой. Но пока что так, знаете, ну, вроде бы кажется, ты тут смотришь и думаешь, ну как-то сейчас будет слишком изи все для него. Но в моменте ты понимаешь, что у него там, во-первых, есть эльф, у него нет МКБ, его эльф может разорвать. Во-вторых, там есть маг, но у него есть шарбезны. О, гиперстон, бери, 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 бери. Ну классный. А чего? Ну это имбу нашел, а почему ты гиперстон скипнул? Я... А зачем? Ты бы быстрее разгонялся, быстрее бы бил того же самого эльф. О, там еще эльф скилловик, у него уже темпларка при 0 монет. Я бы на 9 уровне хрен бы нашел бы темпларку. Ну не знаю, я бы, наверное, на его месте не рискнул бы скипнуть гиперстон. Я бы лучше взял гиперстон, скипнул бы какие-то левые ненужные мне предметы и нашел бы посох еще 3-го тира. Но сейчас ему, как по мне, кровь из носа необходимо 2 шмотки. Это МКБ и какой-нибудь отхил. То есть это либо бусы 3-го тира, либо же маска 5-го тира. Маска 5-го тира, естественно, это must have, но бусы 3-го тира тоже топчик. Тоже топчик, особенно под антимагом. Вообще шикардос. Еще плюс в том, что против него есть маг. Он мага этого беспощадно выносит. Ну-ка, ну-ка. Так, ну это маг, ну, в принципе, ребята, ну... Я говорю, антимага нужно бафнуть. Вот серьезно, сколько раз уже... Сколько можно это терпеть? Сколько можно это терпеть? Антимаг слабый герой. Сколько можно это терпеть? Сколько? Его нужно настолько сильно бафнуть, чтобы просто ты его купил и уже автовин пошел. Ну сколько можно это терпеть? Тебе еще 20 минут игры надо терпеть, чтобы не выносить как бы... Точнее, выносить своих противников. То есть надо вот сразу, как только ты покупаешь антимага, у тебя все, автовин, либо же винстрик 100 единиц, и ты просто на винстрике идешь, все. Либо же, не знаю, сделать ему на 1-м уровне минус 100 маны, и даже не так, сделать на 1-м уровне, чтобы каждая его тычка юзалась с ультимейтом. Вот так, песня. Ну, без имбы не... Ну, я его понимаю, без имбы никак. В этом патче никак. Кстати, там бог, орк, жрец... Вот, талисман не скипнул, хорош. Хорош. Талисман скипнешь? Может, не надо? Может, не надо? Бусы хочешь найти? Нет? А, он не может пока скипнуть. Так, ну бога орка... О, дизраптор 2 звезды. Отличный. Просто все шикарно. Все, как доктор прописал. Хекс на дизраптора прилетел. Сайленс на дизраптора прилетел. Дизраптор не смог себя реализовать ни в какую вообще. Эгида в 2 ему пришла сразу, но ему нахрен не нужна. Давай, берешь 9? Ну давай, бери 9. В принципе, там куча легендарок. Я, кстати, забыл на них посмотреть, но сейчас он просто откроет. Так, там реликвии, в принципе, нормальные, но... Я дождусь, когда он откроет фигуры, и хочу посмотреть, что там по легендаркам. 3 яйца, чисто куриное гнездо себе сделал челик здесь. Яйца ферма. Но жесткий стол у этого эльфа. Ему нужна МКБ. По шмоткам там пока что у него все грустно, он даже не переделывает. У него там бусы 3-го тира есть. Это самый топчик. В общем, как по мне, ему нужно МКБ находить. То есть ему уже не надо... Хотя, на самом деле, бусы 3-го тира must have. Вот смотрите, был бы у него гиперстон, то под гиперстоном он бы слишком быстро разогнался и, скорее всего, бы попадал бы намного чаще. В принципе, он и так иногда попадает нормально. Хотя, кстати, вот тоже плюс.
А, ему... Не, ну все-таки смотрите, как больно. Давай, 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 давай. Надо МКБ. Без МКБ его здесь выносить будут. Все, тут категорично ему нужно БКБ. О, МКБ. БКБ ему так нужно, чисто, знаете, чтобы... Ну, подстраховка трусов. Яичко. Отлично. Манки Кинга. Давай, давай, Манки Кинга ставь место. О, все. Теперь эльф будет плакать. Эльф будет плакать, будь здоров. Почему он будет плакать? На это есть веская причина. Смотрите. Почему будет эльф плакать? Во-первых, когда будет иллюзия от какого-нибудь персонажа, то Манки Кинг будет накидывать свою палку. И, соответственно, чем больше юнитов, тем, соответственно, быстрее палку он будет настакивать. Так что это топчик. О, дизраптор с обезоружием. Но на самом деле, из-за того, что у него сейчас есть Манки Кинг, у него есть антимаг, то, скорее всего, безоружие будет накидываться на Манки Кинга. А Манки Кинг у него не мейн керри, его антимаг будет просто взрывать, ничего делать. Вышел в 50 монет, продав лишние фигуры. Но я бы на его месте Леона продал. Не знаю, Леон мне не нравится как персонаж. Он какой-то слабый. Может, я не прав, но он какой-то слабый. Да, безоружники. А безоружь вообще на Дума полетел. Хорош. Все. На самом деле, вот этот дизраптор может выиграть игру. Может. Ой-ой-ой-ой-ой. О, все. Все, ищи МКБ, как по мне. Надо МКБ. Тебе кровь из носа, нужно МКБ. Жди сейчас раунд. Может, упадет тебе что-то еще. Так, по реликвиям там нету мастерской бумы. В принципе, можно даже сыграть через этого тролля. Мастерской бумы нет, все отлично. Можно шролиться. Боже, не дай бог ему тролль придет. 2 звезды. И МКБ, ему надо МКБ. Очень нужно МКБ. Кровь из носа необходимо МКБ. Блин, переживаю так, как будто я сам играю. Неплохо, Хускара скипнул. Будет ли он 10-й брать? Я думаю, нет. На самом деле, как по мне, ошибка в том, что он не покупал Вич Доктора и Хекс, раз играет через волшебников. Это имба. Но у него и так имбовые персонажи. Манки Кинг, Антимаг. То есть, ну, если ты не играешь на мете, то ты под метой. Иначе никак. О, давай. Давай, и тролля, абузишь. Хорош, успел забузить. Все, он его соберет 2 звезды, найдет МКБ, он вынесет эльфов без шансов. У него куча героев, которые не имеют маны. Куча героев. То есть, смотрите, у него Грим Тач, у него Манки Кинг, Антимаг. Единственное, кто у него есть с маной, это вот эти вот МКБ. Давай, МКБ ищи. Вот, отлично, да. Я бы талисман еще не скипал, там есть все-таки другой типчик. БФ, мантия. Но БФ хочется, потому что это ОЕ тычка. Боже, вы видели эту его реакцию? Он просто остановился и смотрит на этот камень. Единственный плюс это вот этот вот абуз 2 из 9. Это единственный огромный плюс. Найс реакция, мне понравилось. Чисто такой... Это чисто жизненная ситуация с его стороны. Жизненная ситуация. О, неплохо. Ну, скилл. Сейчас темпларку в 2 звезды найдет, и там будет скилл x2. Смотрите, он даже... Ну, этот чел, который играет на эльфов, он даже не керит себе темпларку особо. Он керит вот именно... Давай. Монки Кинг! Станчик! А что за станчик? Что за станчик? Охренеть, как все плохо в моменте. Давай, тролль. Ты срочно здесь нужен. Давай, тролль, в 2 звезды. Приди, молю. Давай, я верю. Я хочу, чтобы ты вынес. Так, орк вылетел. МКБ ищи. Скипай, полезный камень. Да ты издеваешься, боже. Боже. Закон подлости в собственном соку. Еще и тролль в 2 звезды не пришел. Охренеть. Ему нужно срочно расстановку поменять. Его антимаг вражеский взорвал пол стола ему. Рискует. Он полностью хочет сролиться, что ли? Манки Кинг идет.
Да, Вич-доктора скипнул. Я бы... Так, 2 антимагов поставил, окей. Ой-ой-ой, пошла палка, пошел стан. Давай, выигруй. Накажи эльфа. Ой-ой-ой, сколько минус. Тролль, приди. Вся надежда на тролля. О, тролль есть. Тролль в 2 звезды есть. Обрати внимание, что тролль есть. Ну, тролль есть. И тебе надо немного расстановку поменять, потому что антимаг все-таки все равно присасывается. Решил закерить Манки Кинга, тоже хорошее решение. Там тролль, у тебя тролль есть. Тролль, смотри на тролля. Ну, посмотри ты на тролля уже. Но обрати ты внимание, тролль у тебя... Тролль пришел, забирай его. Забирай тролля. Ну... Но обрати внимание на тролля. Нашел. Фу, успел, увидел. Хорош. Все. Я бы шмотки перекинул бы в тролля. Давай. Красава. Все, он даже... У него сейчас отличная расстановка. Никто у него ману не бернет сразу. Пошел, тролль пошел. Ой, хорош. Ой-ой-ой. Вот это о том, вот это то, о чем я говорил. Сейчас он находит МКБ, все, ему он без шансов выносит. На сюда получай. Обидно, что Вич-доктора скипнул. Но я его понимаю, он на панике. Мне со стороны как бы виднее, понимаете? А он на панике не понимает, что типа его сносят. Это обидно на самом деле. Его сносят, а шмотки ему не падают те, которые надо. И я его четко понимаю. Так, но он до сих пор не керит темпларку, он в нее не верит, хотя на самом деле... ну на единицу. Он тоже пытается найти себе темпларочку, но ему хватит, у него есть провидец в 2 звезды. Ему хватит. Тролль ему сейчас спас игру. Я уверен, что сейчас он уже будет начать выигрывать. Сейчас на 35-м раунде он находит себе МКБ. Он должен его найти как-никак. Хорош. Вот. А вот был бы у тебя Вич-доктор, хотя не факт, что он бы ты его собрал в 3 звезды. Ой, далеко не факт. Почему далеко не факт? Потому что вот сейчас ему как бы пришел Вич-доктор. Даже если бы в тот момент он бы его купил, он бы вряд ли его в 3 звезды собрал. Красота. Не-не-не, после 3-го тира бы я пока не скипал. Только в крайнем случае. У тебя есть он мана плюс 50. Вот этот предмет я скипнул. Давай, МКБ и все, и конечная для него. Одна шмотка. МКБ. Этого же тролля бафнули теперь. Вдруг кто не знает. У него теперь топоры, когда ты вблизь к нему подходишь, работают вокруг 2 клеток. Это прям топчик. Кстати, не переключается у него статистика почему-то. Да! Отлично. А ну-ка, что найдешь? Маску 5-го тира надо. Ну, криты тоже шикарно. Криты, я бы даже сказал, вообще идеально заходят ему. У него тролль сейчас будет своими топорами критовать. Я думаю, это конечное для него. Он себе нашел как бы вот это вот кольцо. 175 урона будет всего. А зачем? Не-не-не, я бы в тролля оставил, у тебя топоры дамажат. Я бы, наверное, расстановку даже поменяла бы. Я бы поменял бы на Трента, чтобы возле Трента твой тролль стоял. Ну-ка, сделаешь это, нет? А, там обезруш, тю, я обезруш не увидел. Это плохо, я обезруш не увидел. Он увидел, я нет. А я-то думал, почему он перекидывал. О, не-не-не-не-не. Антимаг, давай, тяни время, и Манки Кинг, тяни время, хорош. Ой-ой-ой, все, пошла жара. Все, конечная, молодые. А! Ему... Да, вот отлично, красава, все. Вот это вот шикарное решение. Да, он потеряет по дамагу, но в принципе у него несколько керри, правильно ж? У него есть антимаг. Обидно, конечно. А не, если он его в 3 звезды соберет, прям шикарно. Не знаю, видеодоктора, в принципе, можно продать уже в таком смысле. Потому что, как бы, зачем он нужен?
Да. Соберет 3 звезды антимага, тут вообще без шанса будет. Красивая игра. Как написал годный контент. Это реально годный контент. Не знаю, фоном слышно было или нет, но у меня телефон зазвонил. Хорошо, что я успел беззвучку поставить перед тем, как сесть снимать. Агоним. Не, ну там все без маны стоят. Это чел, который играет сейчас на эльфов, он вообще не понимает. Он нашел как бы агоним, да? Боже, какой урон. Честно, ему бы на тролля агоним, и все. Все, это конечно для эльфа. Там эльф вообще не шарит, что ему нужно антимага поменять местами. Вообще не шарит. У него есть агоним, но он все равно держит его возле гримтача. Зачем? Чел, ну ты нормальный? У тебя же, кстати, сейчас антимаг будет под обезоружием. О, он перекинул предметы. Он напоследок решил перекинуть предметы. Это хорошее решение. Сейчас, может быть, у него конечное будет для топ не один. У него темпларка в 2 звезды с агонимчиком, с хорошими предметами. Нашел все-таки, чел, нашел. Хорош, хорош. Но я бы не перекидывал пока криты, потому что очень важная каждая секунда сейчас будет. Ну-ка, давай. Давай. Снесешь? Боже, да... Есть! Боже! Он перекинул... Зачем? Во-первых, два момента. Почему чел только что проиграл? Он с темпларки, я так понял, перекинул агоним на провидца, но самое важное, там сработал вот этот вот сайленс от предмета 4-го тира. Хорош. Отлично. Это красота просто. Красиво. Это очень красиво. Это очень красивая катка. Это очень добротная катка. Интересная. Реально интересная. Было очень круто наблюдать за этой каткой. Короче, вот тот кинжал 4-го тира только что сработал на темпларку. И если бы вражеский эльф немножко подумал бы своей головой, он бы поменял местами провидца и темпларку. Потому что чем ближе цель самая дорогая, тем, соответственно, туда прилетит этот предмет. А так как у него было 2 персонажа 2 звезд легендарного тира, прилетел на ближайшего. То есть ближайшего к антимагу, точнее не к антимагу, а к его троллю. И прилетел просто Сайленс, и темпларка не смогла себя реализовать вообще. И вот тому челу, который играл на эльфов, я на его месте бы перебилдился в какой-то другой билд. Он тупо на эльфах остался такой, ну я же его выносил. Да и хрен с ним, буду выносить. Как-то эльф не продумал, но топ-не реально красивая игра была. Мне понравилось, мне зашло. Вообще шик. Просто шик. Как-то так. В общем, ребят, что думаете по поводу такой новой рубрики, о которой я писал несколько месяцев назад, и только, грубо говоря, они недавно вспомнили? Что вы думаете по поводу этой рубрики? И в целом, интересно ли смотреть мое комментирование без моей игры? Мне лично понравилось наблюдать и комментировать эту катку. Она реально красивая, и до конца ты не был уверен в том, что ты сможешь победить. Особенно так, как ему шмотки падали. Боже, это просто жизненно. Это жизненно. Ой, хорош, хорош. Ну, это красиво. Тролль 5, это классный персонаж. Он ему тупо спас игру. Ему жестко повезло то, что у него пришел тролль в 2 звезды так рано. Он мог не прийти. Не пришел бы, скорее всего, он бы проиграл бы. Да не скорее всего, в 90% случаев проиграл. Как-то так. И в целом, что думаете по поводу этой игры, вы напишите в комментариях. И, ребят, не забываем ставить свои лайки. Лайки мне очень помогают в развитии канала и в продвижении каждого ролика. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Telegram канал закреплен, если что, в комментариях, в описании, а также на экране у вас появится QR-код. Всем удачи!